Что такое серф-рок? Серф-музыка — это пример, когда не музыка создала субкультуру, а наоборот, культура серфинга придумала музыкальный жанр, да так успешно, что он стал мечтой тинейджеров и пришел на первые строчки хит-парадов. Его играли в США, Европе, Японии до тех пор, пока мир не увидел The Beatles. И вот как это было. 50-е. Гавайи, далекий штат США. Американцы ездят туда отдыхать и видят местных туземцев, катающихся по волнам на деревянной доске. И такие: я хочу эту штуку. Кататься им понравилось, и они привозят это к себе на большую родину. Мода серфить постепенно растет, а в конце 50-х взлетает, особенно там, где, как на Гавайях, есть хорошая погода, волны и загорелые девушки, то есть в Калифорнии. А потом выходит несколько фильмов, и образ жизни серфера становится иконой. Серфер — это тот чувак, который не работает, а наслаждается бесконечным летом. Ему наплевать на деньги, амбиции и успех. Ну и стиль оттуда такой же. Рубашки в полоску, шорты, однотонные майки на выпуск, бейсболки, загорелая кожа и выжженные солнцем волосы. Серф стал настоящей субкультурой. Вот как у нас в 90-х были ролики и скейт, в нулевые сноуборд и экстрим, со своей модой и приколами и одеждой. Таким же был серф в 60-е. Не было только музыки. И вдохновение пришло из рок-н-ролла. Помните Чака Берри, под которого танцевал Траволта в «Криминальном чтиве»? Или что-нибудь из Элвиса Пресли? Рок-н-ролл, ребятки, быстрый танцевальный ритм. Трудно в это поверить сейчас, но ничего круче рок-н-ролла тогда, в 50-х, не было. Серферы берут танцевальный ритм от рок-н-ролла и нанизывают на него гитарный звук, такой ритмичный, под который можно расслабляться и танцевать. Серф-рок пришел и как бы сказал: я сделаю круче. Появилась серф-музыка. Она всегда отсылает к пляжам, любви к океану, расслабленному стилю жизни. Это все о том, как проводить время с друзьями, гулять с девушкой, наслаждаться солнцем. Никаких религиозных подтекстов, критики американского быта, политики или других острых тем. Просто ритмичная, заводная музыка. А еще, в 59-м году происходит много интересного. Элвиса забирают в армию, Литл Ричард уходит из музыки, Чак Берри арестован в 59-м году за нарушение законов штата, а Бадди Холли умирает в авиакатастрофе. То есть все звезды рок-н-ролла покидают жанр. Бум, и нет мейнстрима. Музыкальные критики так перепугались, что назвали день авиакатастрофы днем, когда музыка умерла. But February made me shiver. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. Тут как раз внимание перебегает к серфу, и первый появляется инструментальный серф. Инструментальная музыка в 50-х живет просто отлично. Музыка с вокалом еще не так популярна, и инструментал не считается огрызком, когда его чему-то не хватает. Довольно самодостаточная музыка. А раз все внимание приковано к инструментам, и особенно гитаре, то чем хлеще ты ее управляешь, тем больше респект получишь от друзей. Так появляются гитарные виртуозы типа Дика Дейла. Или группа Ventures. Она не только писала свои песни, но и активно делала каверы на других серферов. Кто-то успел выпустить хитовую мелодию в серф-роке, Ventures тут же делает свою версию. Этот жанр настолько круто звучал на любой молодежной тусовке в то время, что его стали играть не только в США, например, в Англии. А затем и японцы. Вот вы можете представить японца, катающего на серфе? Я нет.
Ну а легендарной песней стала Rumble Линка Рэя, которая вышла в 1958 году на заре жанра. Все стремились к разнообразию звука, долгим энергичным мелодиям, а Rumble была удивительно проста. В ней не было вокала, не было кучи инструментов, был только один гитарный проигрыш. Let's welcome Link Ray. Линк Рэй первый использовал искажение звука гитары как музыкальный прием. Дисторшн, фидбэк, вот это все. Он первый, кто специально заставил гитару звучать грязно, ведь тогда музыкальные искажения считались браком. Именно из этой песни идут корни к шугейзу, гранжу, панку и ко всему, где используют гитарные эффекты и нойз. Линк Рэй придумал элементы жанров, которые появятся через 20-30 лет. Ну и самый прикол. США были довольно консервативной страной в то время, и радиостанции просто испугались ставить песню Линка Рэя. Тогда, в 1959 году, они считали ее слишком агрессивной, дикой, сказав, что она, инструментальная песня, провоцирует людей на групповые преступления. Но время, конечно, расставило все по местам. Let's get ready to rumble! Затем в серфе появляется вокал. Больше всех тогда хайпанула группа «Пляжные мальчики». Все участники Beach Boys и правда гоняли по волнам на доске и были мелкими сопляками. Когда они создали группу, Брайану Уилсону было 16 лет, а его братьям по 12 и 13. На первые места хит-парадов они попали уже спустя несколько лет. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Молодая группа полностью отражала дух времени и выпускала поп-песенки, похожие друг на друга, о том, как круто серфить и проводить вечеринки. И, пожалуй, не было бы никого, кто эту группу не любил. Так, через несколько альбомов Beach Boys стали отражением серф-рока и современной музыки того времени, но только до того момента, когда мир не познакомился с Beatles. В 1964 году парады США разорвал хит Beatles «I Want to Hold Your Hand». Двухминутная, безумно простая песня разнесла на куски умы многих поп-групп Америки того времени. Так началось быстрое падение серфа. И что было дальше? А дальше было британское нашествие. Чарты, во все хит-парады, радио, рекламу и прочее с ударом бомбы ворвется новый звук, новый саунд, который назовут британским нашествием. Beatles открыли клапан, и появилась огромная волна англичан, играющих музыку в Америке, и самих американцев, копирующих этот стиль. Ну а серф-музыку в конце 60-х как волной смыло. Yeah, yeah.